У собаки была чудовищная рана на шее, но, несмотря на это, она смогла пробежать несколько десятков километров. Силы все же покинули пса, он упал, правда. К тому моменту судьба привела его просто к порогу дома, где жили зооволонтеры. В субботу девушка получила сообщение. В Калинино пес прибежал, у него есть ошейник, но он практически врос в шею, из-под него идет кровь. Разрезать ошейник не получилось, очень хотим помочь, не представляем, что делать. О собаке написали в местном паблике, подумав, что ее могут искать владельцы. У волонтеров была слабая надежда, что хозяева найдутся, но этой мечте не суждено было сбыться. От хозяев пса не было ни слова, зато пост увидела девушка, которая помогла доставить собаку из поселка в город и показать ветеринару. Уже в клинике сняли ошейник и оказали животному помощь. На ночь пес остался у девушки. Собака оказалась умной, понимает, что от нее хотят, терпит с туалетом до прогулки и в целом старается не доставлять людям лишних хлопот. Пес гулял без поводка, ведь от ошейника у него травма, а шлейки у девушки не нашлось, но едва ему было сказано, что нужно идти домой, сразу же побежал к двери в подъезд. Вскоре девушка написала, что пса забрал ее хороший знакомый, и нам оставалось лишь порадоваться, что все сложилось столь благополучно. Спокойствие оказалось временным, ведь уже в понедельник утром волонтерам написали о собаке Влямина. Пес гулял сам по себе, а у него на шее была рана, из которой сочилась кровь. По описанию собака была похожа на ту, которую забрали из Калинина. Через несколько часов позвонила волонтер Алла, которая рассказала, что у одного из подъездов ее дома лежит пес с раной на шее. Оказалось, речь идет о той же собаке, которую забрали из Калинина. В этот раз он вновь утратил силу у дома, где живет волонтер. Загадкой остается появление собаки в этом месте. Как с такой раной пес пробежал несколько десятков километров? Почти в одно время его видели в нескольких разных районах, и у волонтеров не было объяснения этому факту. В то же время пес весьма удачлив, ведь силы покидают его недалеко от домов, где живут наши волонтеры. Лариса с Катей нашли собаку и отвезли ее к врачу. После медицинской помощи псу стало лучше, он уехал на передержку. Собаке дали кличку Лучик, а она ему очень идет, ведь пес добрый, умный, ласковый. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До свидания.